Раппорт узора 13 петель плюс 6 петель для симметрии. И мы набираем 19 петель. Делаем первую петлю. И набираем 19 воздушных петель. Петель набрали. Делаем 3 воздушные петли подъема, накид, и вот в первую вот эту петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Пропускаем одну петлю, и в следующую, во вторую, мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Пропускаем одну петлю, и во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Пропускаем одну петлю, и в каждую петельку следующую мы провязываем по одному столбику, и всего 6 столбиков. Следующую петлю провязываем второй столбик и так далее. Шесть столбиков провязали. Одна воздушная петля, накид, пропускаем одну петлю, во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом. В одну и ту же петлю. Одну петлю пропускаем, и во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом. Одну петлю пропускаем, во вторую снова вяжем 2 столбика с одним накидом. И заканчиваем ряд столбиком с одним накидом в крайнюю петлю. Это был первый подготовительный ряд. Вяжем второй ряд. 3 петли подъема. Разворачиваем вязание. И вот где мы вязали по 2 столбика с одним накидом, между ними мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Вот вторых 2 столбика, между ними мы снова провязываем 2 столбика с одним накидом. И третий, вот они 2 столбика, мы между ними снова провязываем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, и далее будем формировать косу. Делаем 2 накида, пропускаем 1, 2, 3 петли, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида, и в пятую петлю провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 накида, и в шестую петлю провязываем снова столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида, и теперь вот они, наши 3 первых пропущенных столбика. Мы в первый столбик провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида, и вот во второй столбик мы провязываем столбик с 2 накидами. И в
Третий столбик мы тоже провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. Вот такое вот перекрещивание у нас с вами получилось. Накид. И снова между 2 столбиками мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Провязали. Вот он, второй столб, 2 столбика. Мы снова между ними провязываем 2 столбика с 1 накидом. И вот он, третий. Мы снова между ними провязываем 2 столбика с 1 накидом. И завершаем ряд столбиком с 1 накидом вот в цепочку подъема. 3 петли подъема. Вот у нас наш второй ряд. Разворачиваем вязание. И вот снова в эти столбики, вот они 3 штуки, мы провязываем по 2 столбика с 1 накидом. Накид, вот он следующий, мы в него провязываем 2 столбика с 1 накидом. И вот он третий, снова провязываем столбик, 2 столбика с 1 накидом. 1 воздушная петля. Далее вот у нас идет вот это перекрещивание. Мы над каждым столбиком провязываем столбик с 1 накидом. И всего 6 столбиков. Вот следующая петля. Накид. Вот следующий, третий столбик. Накид, 4, 5 и 6. И 1 воздушная петля. Вот что у нас получается. Далее снова мы провязываем по 2 столбика с 1 накидом вот в эти арочки. И заканчиваем столбиком с 1 накидом в петли подъема. Повторяем со 2 по 3 ряд нужную нам высоту изделия. И получится у вас вот такой вот красивый узор. Вот такие вот косички. Вот. Коса с одной и со второй стороны, узор двухсторонний. Смотрите, он смотрится очень красиво с одной и со второй стороны. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели данным узором связать. Я бы связала данным узором какой-нибудь джемпер, кардиган, ну, какую-нибудь кофточку, можно сумочку даже, покрывало, снуд, шапку. Ну, я думаю, многое что можно связать данным узором. И всем пока-пока, до новых встреч на моем